банк будет все время спрашивать, зачем вы у нас в Испании открыли счет. Любая новая страна, это другие законы, это другие правила. Просто заберите эти грязные а-ля деньги, которых мы не понимаем, да? Скажем так, все сотрудничают, да? Это правильно так назвать? Да, то есть ваши все счета по Евросоюзу будут найдены. То есть люди вообще в своем мире живут и абсолютно не знают, что происходит. Ну вот сейчас, мне кажется, во многих странах так происходит, потому что миграция усилилась в связи со всей геополитикой. Если вы идете в Дубай, вы должны хорошо понимать, зачем вы туда идете. Это не Швейцария, и это не Англия. Это юрисдикция, которой управляет шейх. Ирина, здравствуйте. Да, добрый день. Рад вас видеть. И сегодня важная тема для наших подписчиков. У нас канал про бизнес в Польше. И мы постараемся расширить их мировоззрение, да, и объяснить им, как вывести, как завести сначала деньги в какие-то юрисдикции, да, мы обсудим, какие это могут быть юрисдикции, и как их потом правильно, я сказал вывести, да, вы меня поправили и сказали, что не вывести, а инвестировать, да, как их потом правильно инвестировать. В 2 словах о себе расскажите, чем вы занимаетесь, какой у вас проект. Да, добрый день. Рада быть у вас в студии. Я долго до нее ехала и наконец-то доехала. Откуда вы приехали? Вот, я в Вене постоянно нахожусь, проживаю постоянно в Вене. И как-то привыкла все записи онлайн, а тут, слава богу, доехала до Варшавы, могу быть у вас в студии. Очень приятно быть с вашими зрителями, слушателями. О себе. Ирина Кузьмичева, финансовый консультант. Некоторые клиенты называют меня инвестбанкиром, но я не банкир, я именно финансовый консультант, но с инвестициями тоже работаю, поэтому так меня иногда называют. Чем могу быть полезна? Открытие счетов для физлиц в разных юрисдикциях, своя платежка у нас есть, кто знает, кто пользуется Welcome в платежную систему. Релокация бизнеса, и ВНЖ, ПМЖ для собственников, и с гражданством мы можем помочь. То есть я могу быть полезна всем, кто хочет переезжать или уже переехал, и им нужно упаковать свои деньги, личные финансы, финансы компании, и, возможно, продумать свою личную легализацию, ну, как человека, как там гражданство, допустим, получать. Вот тут я всем могу быть полезна. Вопрос про платежки, что это означает, потому что многие могут подумать, что это связано только с криптой и с какими-то черными схемами. Как это Нет, работает? платежки — это онлайн-банкинг. Вот, допустим, когда вы приходите в обычный банк и открываете себе счет, вам на телефон ставят приложение, и там ваш кабинет. Вот платежка — это только вот это вот приложение с кабинетом. Лицензия получается похожая на банк, ну, во всех странах они немного разные, но, в принципе, это почти как лицензия банка, это онлайн-банк. То есть как монобанк? Как монобанк, да. Кто в Украине пользуется монобанком, это вот и есть платежка. Нужно выбирать такую, которая давно, допустим, работает, себя как-то зарекомендовала на рынке, где персонал вам быстро и понятно отвечает. То есть если у вас какой-то запрос или какой-то вопрос, и персонал вам сутки не отвечает, ну все, минус. Ну, то есть у вас должен быть достаточно быстрый, понятный контакт. Ну и как любое приложение должно быть удобный интерфейс. Ну, как в любом приложении, это важно. Да, и у нас есть своя платежка с канадской юрисдикцией. В описании тоже, я думаю, дадим ссылочку. Пожалуйста, заходите, пользуйтесь. В основном мы работаем с физлицами. Вы все можете сделать онлайн. И верификацию пройти, и средства завести. То есть вам не нужно выезжать с Украины, вам не нужно выезжать из той страны, где вы находитесь, все делается онлайн. И потом вся работа по документам тоже делается онлайн. То есть нет ситуации, как, допустим, в испанских банках мы вам заблокировали счет, пока вы лично не придете, в общем-то, ничего не произойдет. Да. Ну, в Польше так же самое. Ну, вот эта история отсутствует, вы все можете сделать онлайн. Да, то есть чисто технически, находясь в Украине, он может открыть счет в вашей платежной системе, в онлайне, дальше через доверенность открыть счет там, в течение 2 месяцев в Испании, пока он там решает свои вопросы, да, там перевел деньги сюда, перевел деньги туда, приехал, получил ключи доступа, да, и в этот момент ключи доступа у кого? По доверенности, если мы открываем счет в Испании, мы ключи доступа передаем сразу, и вы их меняете. Окей, все, понял. Ну, то есть мы их на старте знаем, когда открывали счет, вам передаем, вы их сразу меняете и пользуетесь своим счетом. Отлично. Топ-5 запросов, с которыми приходят клиенты, какой-то кейс обозначим, точку А, чтобы люди смогли себя узнать сейчас, понять, включиться, да, у меня так же, я сижу там в Беларуси, в Украине, у меня так же, или я все-таки пожил в Америке, понял, что там Калифорния и демократические штаты меня не устраивают, хочу вернуться там в Польшу. Давайте какие-то кейсы. Вот. Давайте, да. Значит, самый распространенный запрос — это у меня средства на счету в Украине, я не могу их перевести в Евросоюз.
ну, потому что в военное время запрещены выход валют с Украины. Это самый широкий запрос. Еще запрос: я продал недвижимость в Украине за наличку. Как мне эти деньги инвестировать куда-то в Евросоюз или в Англию, кого что интересует. Параллельно откройте мне счета, потому что, ну, куда же эти деньги переводить, у меня нет счетов. Часто пишут клиенты, которые не могут выехать с Украины, что им нужно тоже открыть счета, перевести средства. Тут мы тоже помогаем. Это, вы сказали, топ-5, это уже какой? 3. Третий. Четвертый, наверное, ну, один из самых популярных видов инвестиций, ну, для украинцев, для постсоветского пространства, это недвижимость. Поэтому дальше идет вопрос, куда инвестировать, в какую недвижимость, какие виды недвижимости, в какой стране. То есть вот этот вот вопрос возникает. Ну и пятый, наверное, все-таки это те, кто производственники, ритейл, кто привык не недвижимостью заниматься, а каким-то бизнесом, вот куда мне тоже в Евросоюзе инвестировать, в какие виды бизнеса, что вы видите, что вы рекомендуете. Ну вот, наверное, это так, по градации это вот так разделяется. И я так понимаю, что, наверное, капитал, о котором идет речь, то есть какая-то весовая категория, это условно там от 200-300 тысяч евро или от полумиллиона? Очень разные клиенты приходят. У нас есть клиенты и 5-10 миллионов, ну и тяжеловесы есть побольше, их, конечно, меньше. Ну, как всегда, знаете, 100% клиентов, там процентов, допустим, 70 это те, у которых 150, 400, ну, какой-то такой путь, там еще какой-то процент клиентов от 400 до миллиона, ну и там совсем небольшой процент это миллионеры. Ну, мы работаем со всеми видами запросов. Ну, конечно, там все, что меньше 10 тысяч евро, нет смысла, то есть вы можете просто взять эти 10 тысяч евро, перевести себе и завести в Евросоюз. То есть это... Ну, да. Сумма, которую даже не нужно декларировать. То есть там ниже 10 даже нет смысла обращаться, потому что вы можете это сделать сами. Ну, а все, что выше, мы уже поможем и обработаем. И если взять топовые юрисдикции, да, какие критерии вы даете людям, чтобы они решения принимали? Очень комплексный вопрос, потому что если человек переезжает с семьей, ему нужно обучение детей сделать. Если он перевозит только бизнес, семья не переезжает, совершенно другой подход. Потом, допустим, если вы хотите открыть новый бизнес, один разговор. Если вы хотите вложиться в существующий уже, другой разговор. Потом это очень личная консультация, вот куда мы переезжаем. Но глобально, куда украинцы переезжают? На первом месте, наверное, Польша, на втором месте Испания, она уже сильно догоняет Польшу, потому что в Испанию тоже многие поехали, недвижимость активно покупают. На второе место что поставить? Ну, именно чтобы не просто переехали и там находились, да, то есть как беженцы, а именно чтобы бизнес делали. Португалия? Наверное, нет, не Португалия. Наверное, дальше идет все-таки Чехия, потом, наверное, где-то Португалия. Ну и у меня много клиентов в Англии. Может, это так исторически у меня сложилось, что в Лондоне много клиентов. Ну, а так больше всего клиентов, конечно, Польша и Испания. Вот. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Почему для них важно выбрать эти юрисдикции и почему они, допустим, сами не могут это сделать? Ну, кроме кейсов, когда, понятно, он находится в Украине и там выехать не может, да, и ему надо, допустим, спасти как-то, да, там свой капитал, кому-то, может, спрятать, не знаю. Ну, и то, и то. Да, и то, и то. Да. И что еще такого ценного они находят в этом консалтинге, который вы даете, что они не могут найти сами, там, условно, почитав про Испанию? Любая новая страна — это другие законы, это другие правила. На самом деле, если вам кажется, что там вы знаете, как делать бизнес в новой стране, то вы не знаете, то есть вам кажется, потому что всегда это не будет так, как вы привыкли. Неважно, даже если вы из Испании переезжаете в Штаты, это все равно все будет по-другому. А тем более, если из Украины вы переезжаете куда-то в Евросоюз. Поэтому лучше обратиться к тем, кто знает, кто эти дорожечки уже прошел, протоптал. Поэтому люди правильно делают, что обращаются за консультацией. Да? То есть всегда многого не знаешь, тем более в вопросах финансовой или бухгалтерии. И, ну, как правило, мы же с этим в Украине тоже сталкиваемся. Да? Допустим, вы узнали какой-то закон,
Да как его реализовать? Да, тут невозможно, тут такая бюрократия, что я сейчас на это потрачу там 2 года своей жизни. Ну да. А на самом деле раз вариант, 2 вариант, и все это можно сделать за там За месяц-два. С 2 лет там, до месяца, как минимум, сойдем. Поэтому нужно обращаться к тем, кто уже знает, кто эти дороги прошел. Вот что такого ценного даем? Свой опыт и скорость. Скорость, деньги требуют быстрого движения. То есть нельзя, не знаю, там, год открывать себе счет, потом думать еще год, как переводить капиталы. Пока вы будете думать, если у вас капиталы, например, в гривне, они могут девальвироваться. Большие риски, на самом деле, сегодня в Украине военные. Очень большие риски, поэтому нужно капитал пристраивать быстро. У нас из подписчиков, наверное, сейчас, ну и вообще в целом из тех, кто в Польше живет, из предпринимателей, да, потому что я в Польше уже 10 лет живу, и, ну, в целом я эти 10 лет практически все время в Польше живу. Поэтому очень хорошо помню все этапы и нарративы, которые были у людей, да, почему они в 2014 переезжали, почему они після повномасштабного приезжали, с какими запросами и капиталами люди приезжали. Но сейчас в Польше, с моей точки зрения, немножко меняется рынок. Нарративы людей. Очень многие едут в Испанию, потому что, ну, всех в Польше бесит эта погода, особенно в Варшаве там, и в Кракове. Да, вчера только обсуждала. Да. Всех это бесит, и как бы живут предприниматели здесь, вроде бы как могут себе позволить, живем одну жизнь, желательно лучшую, да, и выбирают Испанию. Наверное, ну, у меня есть еще когорта людей, это Португалия, потому что расскажете, да, если знаете, какие там сейчас льготы, есть ли там льготы для предпринимателей, там вот эта виза, которая дает возможность не декларировать, по-моему, первые 5 лет иностранные твои доходы. Дальше уже, наверное, это те, у кого капитал еще больше, это там Дубай, Америка, там кто-то в Канаду, но обычно в Канаду едут, у меня почему-то там те, кто все-таки ремеслом каким-то занимается, либо ручной работой. Ну, то есть средний бизнес. Да. Ну, средний. Да. Я бы хотел бы чуть-чуть покопаться в этих юрисдикциях, да, понять, какие есть плюсы и минусы, заводить и открывать счет там в Сантандер испанский, может быть, Сантандер польский взять, или ПКО польский взять, или Миллениум, да. Можем это обсудить? То есть да. какие плюсы и минусы, риски? Давайте по пройдемся по юрисдикциям. Давайте начнем с того, что никакой банк ни в одной стране не любит, чтобы вы его использовали как транзит. То есть если есть многие клиенты, давайте откроем счет в Польше, я с польского счета куплю себе недвижимость в Испании. В Испании, да. Реальная история, ее можно реализовать, но на польском счету вы должны оставить какие-то средства. Вы можете сделать небольшой депозит для польского банка. Если вы просто заведете капитал в польский банк, а потом транзитом отправите его в Испанию, то последний платеж вам польский банк притормозит. Ну, потому что не любят они такого отношения. То же самое касается Испании. Мы открываем счета в Испании по доверенности удаленно, то есть клиент не должен вообще приезжать. Но потом, когда клиенты начинают испанские счета использовать как транзит для средств по Евросоюзу, испанские банки тоже возмущены. То есть нужно себе понимать, что Евросоюз, конечно, общая зона, да, общая территория, но все равно каждая банковская система каждой страны хочет капитал держать у себя. То есть они не любят, когда вы к ним зашли и убежали. Поэтому, если вы хотите долгосрочно настраивать работу, неважно в какой юрисдикции, вы должны себе продумать, что вы должны быть любимым клиентом для банка. Или депозит, или купите у банка страховку. То есть покажите, что вы с банком надолго. Поэтому тогда вы можете поступать так. То есть открыть счет в Польше, что достаточно легко до сих пор для украинцев, если там клиент, это с приездом. Вот Испанию мы делаем удаленно, а Польшу у нас только с личным визитом. Банки тут не принимают доверенность. То есть польский счет мы откроем за 3-4 часа. Вот вы приезжаете с утра там, с 8, и в 12 вы уже уезжаете с готовым счетом. Но не используйте этот счет как транзитный. Оставьте какие-то средства, накопительные и так далее. Теперь, что касается именно юрисдикции, как вот переезжать, Испания была бум там был из-за золотой визы, все знают об этом, да, то есть все, видимо, эта программа уже окончательно останавливается, год об этом говорили, год она работала, но вот уже, видимо, все, с 1 января эта программа работать не будет. Но опять-таки у них там в правительстве есть и в парламенте проблемы, они не могут собраться принять законы, поэтому может опять отложится. То есть все вот ожидания, что... А золотая виза — это 200 тысяч? 500 тысяч. Ага, 500 тысяч вкладывается в недвижимость, и тогда вы получаете золотую визу.
Я надеюсь, что она не закроется, эта программа, а просто 500 превратится в 1 000 000. Ну, например. Да, потому что недвижимость подорожала, 500 тысяч, скажем, объективно, это небольшая сумма. То есть, я надеюсь, они просто ее увеличат, и дальше программа будет работать. Испания прекрасный климат, то, что вы сказали. Недвижимость в сезон хорошо сдается, что тоже большой плюс. Ну, поэтому вот Испания была всем интересна. В плане именно начала бизнеса, ну, какого-то вот организации юрлица и бизнеса, Испания хороша для стартапов, особенно в сфере IT, и для тех, кто хочет визу цифрового кочевника. Но виза цифрового кочевника подразумевает, что вы там становитесь налоговый резидент и там проживаете. А зарабатываете где-то за рубежом. То есть вам платит какая-то иностранная компания по отношению к Испании, и вы там проживаете, платите там местные налоги. Для айтишников прекрасно, кто хочет жить в хорошем климате, пожалуйста, welcome. Все эти программы мы реализуем, то есть и цифрового кочевника, и виза стартапера, все это мы делаем, можно обращаться. Ну, то есть Испания вот хороша вот этим. Мир разделяется на 2 категории. Первый — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Я уже слышу эти голоса подписчиков, которые будут писать комментарии, поэтому давайте. У меня есть способность... У вас телепатия. У меня телепатия с ними, да, я их уже вам сразу задам. Первое, чтобы историю с налогами, да, зафиксировать, что это, о каких цифрах идет речь? Я, 18%. 18%. Виза цифрового кочевника 18% вы платите. Да, от чистой прибыли или от оборота? От входа зарплаты, которую вы получаете, как цифровой кочевник, то есть то, что вы получаете, 18% вы должны отдать. То есть 10 тысяч заработал, 1800 заплатил? Заплатил налогов, да. И это как бы PIT, то есть Private Income Tax, или это еще социальные взносы сюда включены? Это Private Income Tax. Окей. А с социалкой как? Что Европа любит как бы это... Ну, еще какие-то налоги. Разделять, да. Больше никаких. То есть, как виза цифрового кочевника, больше ничего. Вы платите только это. Окей. То есть, будь добр, заплати 18%, и ты все, у тебя легальные деньги, ты их легально в Испании завел, да? Да. Ты налоговый резидент. Но Испания будет и ваши деньги искать еще. То есть, если у вас где-то в Евросоюзе еще доходы, то она их будет искать. То есть, это нужно учитывать. И там какие-то средства, может быть, хранить, допустим, в Канаде, в той юрисдикции, там счета открывать, в платежке канадской открыть счета, ну, в общем, таким образом. То есть Испания будет вас оценивать как своего налогового резидента, и, значит, она заинтересована собрать налоги со всех ваших доходов. Похоже на Америку, да? Ну, в общем-то, да, но это и логично на самом деле. Да, логично, просто скажем так, что американская налоговая более жесткая и конкретно работает, чем испанская. У них бизнес-процессы налажены. Испания все-таки как Испания, да, там могут все пропустить. Да, но если найдут, то извините. Ну да, окей. Интересно, с налогами вот это кочевников, это интересно. Виза цифрового кочевника, да. Ну вот ребята, кто айтишники, очень этим пользуются. И юридически это оформляется как ИП испанское, либо это... Нет, это именно как виза цифрового кочевника, да. То есть вы не должны открывать юрлицо. Окей, то есть он просто платит как физлицо. Как физлицо, да. Но желательно, чтобы у вас плательщик вашей зарплаты на весь период был один и тот же. Ну, они могут сложно воспринимать, что вы зарплату получали в одном месте, теперь в другом месте получаете зарплату. Да, то есть нужно, чтобы плательщик на все время был один и тот же. Это важный нюанс, кстати. Да, это важный. То есть как бы на самом деле можно себе организовать эту зарплату. Ну да, через кого-то просто заводить. Да, через кого-то платить. Да. То есть это можно организовать и на этой визе жить, но желательно не менять эти юрлица. Все получится поменять, просто вызовите дополнительное внимание. То есть вообще со всеми вот банками, если вы начали заводить средства, капиталы по какой-то определенной схеме, лучше эту схему не нарушайте. То есть если она у вас прошла все комплайенсы, AML, никто вам вопросы не задает, все, не меняйте, это работает, не меняйте. И бывает так, что приходишь в другой банк, я не знаю, как в Испании, но в Польше такое есть, и предлагаешь ту же схему, и им не нравится эта схема. Например, в каком-то банке
во многих сейчас польских банках просят прописку. Вот мне интересно, как в Испании. При открытии счета в Польше обязательно должна быть прописка. Уже Да, это must have. а по Испании как? По Испании, я же говорю, мы открываем счета не резидентам испанским. Ну да, вообще по доверенности это делается до сих пор. Тяжело и долгие проверки, там до 2 месяцев занимает открытие счета, потому что там еще нужно хурада переводы правильно сделать. То есть это не просто переводчик, это специальный переводчик, который там как бы имеет специальное разрешение. Присяжный какой-то, да? Да. Ну, для присяжных, хураду, к ним очереди всегда. Они всегда заняты, эти переводчики, это все занимает время. Вот. Но, в принципе, счет открывается. Дальше, конечно, банк будет все время спрашивать, зачем вы у нас в Испании открыли счет. То есть, в принципе, они предполагают, что вы когда-то переедете и, не знаю, купите недвижимость в Испании. Если вы этого не планируете делать в Испании, то, что я сказала вначале, сделайте небольшой депозит, купите у них страховку. То есть купите какой-то банковский продукт, чтобы показать, что вы заинтересованы в этом банке, чтобы банк понимал, зачем вы вообще к нему пришли. Ну, что звучит логично. Да, небольшой депозит, это от каких цифрах идет речь? 2000 евро. Окей. Я думал, там сейчас небольшой депозит, это а-ля там 50-100 тысяч долларов. Нет. Для них это будут, кстати, большие капиталы. То есть если вы собираетесь хранить в банковской системе Евросоюза большие капиталы, не знаю, 500 тысяч, миллион, то идите в Швейцарию. Потому что, допустим, польские банки не всегда понимают большие капиталы. То есть, потому что у них основная масса клиентов, допустим, это средний класс, 150 тысяч евро. Да, примерно. А если вы приходите с миллионом, вы смотритесь странно на этом фоне. Как инопланетяне, да? Да, поэтому с миллионом идите в Швейцарию. Или, допустим, если это все-таки вы пользуетесь банком Польши или Испании, то тогда должна быть цель этого миллиона. То есть вы его завели, чтобы купить недвижимость, а не чтобы хранить, потому что так не до конца понятно. Окей. Сейчас завершаем тему с Испанией, про Португалию поговорим. Насколько тяжело, вот я приводил этот пример, хорошо заходит сумма, да, денег, но потом происходят блокировки при выходе. Насколько в Испании это проблематично? Так же, как везде в Евросоюзе. То есть это реальный кейс, что я могу завести там условно 200 тысяч, и все окей на входе, но потом я пытаюсь куда-то их вывести дальше. Допустим, если мы работаем с клиентами, мы не рекомендуем заводить деньги с кэша. То есть даже если вы нашли себе вариант, как просто открыть счет и занести сумку денег в банк, и банк у вас принимает европейский, то значит есть какой-то подвох. Это значит, что они хотят принять ваши деньги, но когда вы начнете их куда-нибудь тратить, вам обязательно зададут вопрос о происхождении. Потому что многие клиенты говорят, я уже пополнил свой счет. Я молодец. Нет, ты молодец, когда ты пополнил и смог потратить. Тогда у тебя все хорошо. Потому что многие банки, особенно польские, они с удовольствием принимают средства. Почему бы нет? Пока прокрутят, может, их там. Да, почему бы не использовать? Тем более они знают, что украинцы с деньгами приезжают. То есть все окей, мы очень хорошо, украинцы поддержали экономику Польши за последние 2 года. То есть почему бы не принимать? Но потом, когда вы захотите тратить, все равно у вас спросят происхождение. Поэтому если у вас нет происхождения, не делайте этот шаг. Продумайте, как сделать происхождение вашего капитала. Потому что вам на каком-то этапе все равно придется это объяснять. В банках есть основные отделы, куда попадают клиенты. Это KYC, Know Your Client. Туда вы попадаете на старте, когда вас просят о себе все рассказать. А дальше при каких-то платежах вы уже попадаете в отдел AML. И там сидят более жесткие ребята, и у них более мелкое сито. То есть они клиентов могут просеивать происхождение, прописка, цели нахождения в стране, объемы капиталов, которые вы прокручиваете. И мало ли на какой монитор вы попадаете. То есть, допустим, вы делаете платеж, и вы попадаете сразу по 3-4 монитора. Например, вы открыли счет без прописки в Польше. Еще раньше вы его открыли когда-то, когда они не требовали. А сейчас они требуют, монитор вы попали, на вас галочка. И там вы выводите, допустим, со счета 200 тысяч, а у вас происхождение было описано на 20. Вот вторая галочка по вам засветилась в системе. И все, банк стоп, платеж стоп, счет пока приблокнем, посмотрим, что клиент ответит, и вам имейл. Опишите, пожалуйста, происхождение капитала, откуда что, с какими целями вы открывали счет. На это нужно уметь ответить. Да, и желательно идеальный кейс — это, как вы сказали, правильно заводить это все, чтобы уже эти бумаги сразу они сканировали. Да, чтобы у вас на старте эти бумаги были. Даже если они их не попросили при заведении средств, они могут их попросить при выведении. То будь добр, сделай домашнюю работу, да? И Заранее. с этой домашней работой вы помогаете, или клиент сам приходит и говорит, я продал дом за $500 000 и
На тот момент, когда у клиента уже заблокировали счет, и у него нет документов происхождения капитала, тут ему сложно чем-либо можно помочь. Да? То есть мы помогаем с самого начала, когда вам нужно эти капиталы отправить себе на счет. То есть вот приходите на старте, не когда уже проблема возникла, а когда вы только планируете свои финансовые какие-то движения, финансовые транзакции. Ну да, и решение, я думаю, проблемы разные. Если он придет на старте, то это одни условия, а там... Так, когда человек, человеку, уже не имеет происхождения капитала, и банк ему блокирует счет, уже сложно чем-либо помочь. Окей. А что с этими деньгами потом происходит обычно? Во всех странах, во всех банках по-разному. В Испании часто предлагают забрать кэшом, то есть приезжайте в отделение, заберите свои капиталы. Просто заберите эти грязные а-ля деньги, которых мы не понимаем. Да? В Чехии вот нескольким клиентам предлагали капиталы перевести на другой счет. То есть они, допустим, эти средства с вашего счета уводят на какой-то, как они говорят, запасной аккаунт. Транзитный какой-то или запасной? Ну, какой-то внутрибанковский аккаунт, и вы с этого аккаунта можете перевести свои средства на какой-то новый счет, куда вы хотите. Но тут уже немного проблема, потому что любой другой банк, где вы новый счет откроете, задаст все те же самые вопросы и озаботится, почему тот банк от ваших капиталов отказывается. Поэтому чаще, если банк дает возможность, лучше забрать эти деньги из кассы банка и по новой делать происхождение. Но по-любому потеряете на курсе или что-нибудь. То есть они не выдадут прям ваши капиталы, что-нибудь где-нибудь под каким-то предлогом, да, они откусят. Но существует ли вообще вариант, что они их не отдадут? Вот что это все как-то затягивается. Вот чтобы совсем эти капиталы вам не отдали, нужно, чтобы происхождение не то, что у вас не было, а оно было каким-то ужасным. Окей. То есть, условно, это связано с нарушением закона, с какой-то уголовной ответственностью. Да, ну вот, допустим, не знаю, что как вариант. Допустим, вот клиенты часто от физлиц, одно физлицо перечисляет другому физлицу средства. Да. И вот если, допустим, то физлицо, которое вам перечисляло капитал под судовым каким-то расследованием, ну вот это может быть предлог того, что и ваши деньги тоже попадут, ну, полностью их конфискуют, не знаю, заблокируют навсегда. Такое может быть. Например, то, что я часто слышу, делают, да, интересное ваше мнение, это договор, в Польше это называется умова позычки, это, как это правильно перевести? Договор займа. Договор займа. Как, интересно, банки относятся к этому? Смотря кто ваш кредитор в этом случае, да? Ну, если физлицо. Или вы имеете в виду, кто он? Если физлицо, и у вас с ним нет никаких родственных связей, вы не можете объяснить, чем вы вообще связаны с этим физлицом, плохая история. Плохая история. Да. Если это юрлицо, особенно юрлицо с финансовой лицензией, вот у нас есть такие юрлица, финансовая лицензия, открытие, отчетность, допустим, эстонское юрлицо, да? Все, красивая история. Это юрлицо имеет право давать заемы. У него лицензия на то, чтобы давать заем. Да, на такие виды деятельности. И у него такие же виды деятельности, наверное, в компанию вписаны. Это юрлицо только этим и занимается. Оно финансовая компания, которая выдает кредит. Ну, то есть это нормальная история. То есть это, если вы от кого-то получаете займ, это должно быть логически объяснено. Ну и дальше, если вы получили займ, это не деньги, которые вы дальше храните на счету, вы их должны реально куда-то потратить. Иначе, опять же, как-то нелогично. Иначе нелогично все это выглядит, да. Иначе все это нелогично выглядит. И там через год, через два, ну, обычно займы даются там на 3-5 лет, допустим, да, по законодательству Евросоюза. То есть там через какое-то время банк может спросить, что ж вы эти деньги не тратите, в чем подвох. В чем логика? Да, но и когда вы берете займы, неважно, у физлиц или у юрлиц, вы должны думать о своем налоговом резидентстве. Потому что... В момент, когда я даю, или тот, кто берет? Когда берете. Когда берете, беру? то есть на этот момент налоговая не имеет к вам вопроса, даже если вы налоговый резидент в той же Польше. Ну, вы взяли взаймы. Но когда истекает срок займа, там через 3-5 лет, налоговая спросит, вы собираетесь займ возвращать? Если вы его не возвращаете, вам могут его посчитать в прибыль. Как мою прибыль физического лица? Ну да. Вы же взяли и не возвращаете, то есть, значит, вы просто взяли себе эти средства. Значит, я взял их типа за услугу там какую-то. Могут посчитать как прибыль. Поэтому займы это не конечная история, она как бы пролонгирована во времени, да, и нужно ее продумать, что вы с ней будете делать через 3-5 лет, если вы в этой стране, неважно, Испания, Польша, любой Евросоюз, если вы уже здесь налоговый резидент. Класс, это полезно, это прям ценная информация. Потому что люди любят в эти займы играться. Да, но есть еще история, как возврат займа. Как будто бы вам возвращают займ. Это другая история. Ее могут сразу в прибыль посчитать. Вообще, чтобы не париться, да? Да. То есть
когда вы оперируете капиталом, нужно обязательно думать про свое налоговое резидентство. И в большинстве стран Европы, я так понимаю, это либо 183 дня, либо какие-то фактические триггеры, которые налоговая местная сможет как бы увидеть и доказать. Да, вот увидеть и доказать. Поэтому нужно всячески стараться доказать, допустим, если украинцы, в основном мои клиенты с Украины, что вы остались налоговым резидентом в Украине. Поэтому нужно, если вы открываете юрлица на себя, нужно продумывать, стоит ли это делать на себя, или вы можете взять наемного директора. Да? Это если на компанию. Да, в любом случае, если вы здесь заведете себе юрлицо, то вы уже подпадаете под мониторы. Неважно, сколько вы живете, то есть вполне вероятно, что вас признают налоговым резидентом, потому что вы здесь делаете бизнес. Да? Потом, где учатся ваши дети, как вы оплачиваете за жилье, то все это нужно продумывать и по возможности платить из каких-то дополнительных источников, скажем так. Окей. Сейчас сумасшедший кейс даю вам в работу, да? На исследование. Сейчас попробуем это поисследовать. Это реальный кейс. У меня есть знакомый. Знакомый X, да, назовем его. И он жил в Польше, все прекрасно, но потом он понял, что как-то я много налогов плачу в Польше. Не нравится мне эта ситуация. И тут у него и компания спілка была, и частная, и ФОП, да, короче, польский, jednoosobowa działalność. И он придумал следующую схему. Он перенес свое налоговое резидентство, я не помню, в Испанию или в Португалию, куда-то туда, пусть будет Португалия, и перенес туда, и продолжал находиться здесь, в Польше. То есть он ходил, оплачивал там интернет, снимал квартиру, ходил в спортзал, там еще что-то. Польша скажет, что он налоговый резидент тут. Да, но он это понимал, и вот что он сделал. То есть мне интересно сейчас ваше мнение. И он все это организовал на другого человека. Тогда все окей. Тогда все окей? Да. То есть он фактически, и он, по-моему, еще взял какую-то бумагу в Португалии. Физических следов его пребывания в Польше следов нет. Все. Да. Это тогда сложно схема доказать. бьется. Да. Тогда сложно доказать, что он здесь пребывает. Нормально все устроил. Okay. Если этот знакомый сейчас слушает, то он, наверное, выдохнул. У нас есть канадская платежная система, которая не обменивается информацией с Евросоюзом. Вот тоже, пожалуйста. Можно использовать какие-то там канадскую юрисдикцию для каких-то таких платежей. Допустим, для своих платежей. Англия даже, то есть есть английские платежки, они тоже не обмениваются информацией с Евросоюзом. Они же вышли из этих всех соглашений. Они не обмениваются. То есть если, допустим, там канадская платежка получает запрос из польской налоговой, она имеет право не отвечать. Ага. Да. Но по Европе, насколько я знаю, все-таки... По Европе вся информация открыта будет. То есть если у вас счета в Эстонии, у вас счета в Польше или там в Испании, все три страны между собой обмениваться будет вся информация. Скажем так, все сотрудничают, да? Это правильно так назвать? Да. То есть ваши все счета по Евросоюзу будут найдены. То есть тут нет возможности избежать никак. Часто вопрос с вот этими, вы говорите, за платежные системы, да, которые ваши внутренние, но есть масс-маркет, я так понимаю, это Revolut, Wise и все остальное. Они обмениваются информацией. Эти тоже обмениваются. Да. По-моему, у Revolut какая лицензия? Литва или... Revolut Англия лицензия, насколько я помню. Это там учредители в Англии живут, и все английское. Но Revolut по-моему, он один из первых уже обменялся информацией с Украиной тоже. То есть они где-то год уже собирают все номера ИНН украинцев, у кого украинский паспорт клиентов, они ИНН собирают, это наш налоговый номер в Украине, и, мне кажется, они уже обменялись информацией. Вайс, многие, у меня, кто налоговый резидент в Испании, они попали на ситуацию, что Вайс в Испанию дал по ним всю информацию, по всем движениям, по их счетам. И Испания просто потом сверяет план-факт, да, в конце года и говорит, добирает, если у вас есть разница. Да. И у них, я так понимаю, этот процесс более-менее автоматизирован. То есть это транзакции не ручками проверяются, а как-то они там просто сравнивают это. Не знаю, как делается в Испании. К счастью, Испания, она поэтому такая Испания, что там многие процессы просто не делаются. Отлично, да. Но если будет сделано, они свое доберут. То есть дальше правосудие у них очень жестко и конкретно работает. То есть если они что-то пропустили, то пропустили, вам повезло, но если нет, то будут и штрафы, и там
не дай бог, задержания какие-то могут быть. То есть дальше испанское правосудие четко отрабатывает. Арест счетов каких-то или активов, возможно, да, если ты... Легко. Легко, я думаю, это легко. Что по Португалии? Давайте покатаемся. По Португалии мы меньше работаем, поэтому какие-то налоговые нюансы я могу не знать по Португалии. По Португалии удаленно возможно открытие счетов, но португальские банки еще больше не понимают, если вы их используете не для целей жизни в Португалии. Местных целей. Не для местных целей, да. Допустим, при покупке недвижимости в Португалии первый взнос вы можете сделать со счета в Польше или там платежки, но весь остаток вы должны купить с португальского счета. Там это правило всех, кто продает недвижимость. А-ля «Золотая виза» в Испании официально не работает эта программа, но все еще есть возможность, вот там, где юристы, с которыми я это в Португалии делаю, они вписывают в те программы, которые закончились год назад. Ну, как будто бы вы раньше уже подали. То есть Португалия в таком смысле, если кого-то интересует, можно эту программу догонять. И там инвестирование происходит не в квадратные метры, как это принято в Испании, а в ценные бумаги. То есть там есть фонды недвижимости, и вы покупаете ценные ETF бумаги. Да. Или именно облигацию внутреннего займа? Внутреннего займа, совершенно верно. Okay. Вот, то есть такая там инвестирование недвижимости. Но это неплохо, это вообще-то, ну, для меня лично, как для физического лица, да, это почему-то более привлекательный вариант. Я вот полностью с вами согласна, потому что когда ты купил квадратные метры, ты за них отвечаешь. То есть если это твоя квартира... Я еще про окупасов у вас не спрашивал. Да, понимаете? То есть ты, во-первых, там у тебя потекла вода, у тебя что-то со светом, а ты на другом конце мира находишься. А ты на Бали чилишься, да? Да, и тебе надо вот это очень решать неудобно. вопросы. Это очень неудобно. Поэтому, допустим, мы потом еще про инвестиции, про мою площадку, я думаю, поговорим. Да. Вот у нас именно инвестиции через инвестфонд. И мне очень понятно не купить квартиру, а купить ценные бумаги. Мне это очень понятная история. Вот я с вами согласна. Потому что ты сразу будешь привязан к этой недвижимости, ты сразу за нее отвечаешь. Даже если мне говорят, я ее отдал на аутсорс управления там, какой-то компании. Да? Ну, там тоже персонал в этой компании. Он тоже что-то пропустил, у него свои интересы, то есть вы все равно зависимы от них получаетесь. Ну, это хуже для меня история. Если вы в этой стране не живете, если вы не имеете доступ и контроль к этой недвижимости, то мало ли, как оно может сложиться. Так вот, Португалия. У них очень популярна, как и в Англии, типа визы талантов. И студенческая виза. И под студенческую визу можно выехать всей семьей проживать, кого интересует. И это в том числе языковые курсы или нет? Или Нет, именно нужно обучение. Именно обучение. Обучение какое-то, вот, реальное обучение и с пребыванием в стране. То есть это не онлайн-обучение, вы должны пребывать. То есть там Португалия таким образом продвигает свой education, там разные образовательные программы, чтобы люди к ним приезжали. Выглядит так, что Португалия как будто более международная страна, потому что я знаю, что туда и там с Канады, с Англии кто-то переезжает. Мы сейчас Англию обсудим, да? Но в целом кто-то из Англии приезжает, кому-то, я не знаю, что это за люди, но есть люди, которые надоело жить в Австралии, и они тоже переезжают там именно почему-то в Португалию. Почему-то я часто слышу Португалию как кусок земли, да, где он такой интернациональный. Испания тоже вроде бы, то есть, тоже исторически так, да, много разных национальностей, но как будто они более закрытые и консервативные за счет своих, не знаю, законов, модели поведения. Вы знаете, это у вас круг общения. Или такой. Это такой у меня круг общения, да? У вас такой круг общения, потому что вот у меня опыт совершенно другой. У меня больше даже из Англии едут в Испанию, чем в Португалию. В Испании есть регионы с реально дорогой недвижимостью. Более состоятельные люди, они там себе находят все сервисы, медицину, там как бы все это для них создано, и им там комфортно. В Португалии недвижимости, как по мне, потому что страна-то поменьше, да, площадь меньше, выбора недвижимости меньше, поэтому они пошли вот этим путем купить и ценные бумаги, но в общем она немного дешевле, поэтому может быть там большее количество людей может себе это позволить, и поэтому рассматривает Португалию. Ну да, вот. Кстати. И я же говорю, у вас такой круг общения. У меня другой опыт. У меня мне, наоборот, кажется, что больше едут в Испанию, чем в Португалию. Кажется. Да, но это как личный опыт. Это, знаете, я в Вене, да, и внезапно погрузилась в общину казахов в Вене. И оказалась в Вене полвены казахов. А так ты живешь, и этого вот не видишь. Не замечаешь. Да, поэтому тут очень важна точка зрения, да, с кем ты больше общаешься. Да. И теперь мне кажется, что полвены казахов. Хотя там еще год назад я их вообще не замечала. Да. Ты знаете, такой пример, и даже с Польши, что далеко ходить. У меня есть знакомые поляки, и
я недавно интервью давал на польском, да, и для тоже подкаст. И я рассказывал там девочке разные вещи, и она вообще в шоке была. Она живет в Варшаве, то есть нормальный человек, который живет в Варшаве. И ощущение такое, как будто мы с ней в разных мирах живем. В разных Варшавах, да. Да, я ей говорю, смотрите, вот есть иностранцы, да, там, обцекраевцы, и им нужно там это делать, разрешение на работу. Она такая в шоке, сидит вообще, как это? То есть люди вообще в своем мире живут и абсолютно не знают, что происходит. Ну вот сейчас, мне кажется, во многих странах так происходит, потому что миграция усилилась в связи со всей геополитикой, и коренные жители редко сталкиваются с тем, чем сталкиваются приезжие. Ну, это во всех странах также. Наверное, только Америка, вот она все время, как то, что называли плавильный котел, куда постоянно приезжало много иностранцев. Там вот все иностранцы фактически. Все иностранцы, да. Англия. Что по Англии у нас? Какая там ситуация? Англия была очень популярна для состоятельных людей. Почему была? Там происходит сейчас несколько параллельных процессов. Ну, во-первых, туда все еще едут состоятельные люди. То есть она все еще популярна. Но с началом военных действий в Украине, во-первых, закрыли визу инвестора. Вот эту возможность купить недвижимость дорогую и получить ВНЖ в Англии. И эту возможность английское правительство закрыло, ну, видимо, целясь на богатых россиян, чтобы они не приезжали. То есть вот этот момент обрубили, а он был очень интересен. Индусы тоже расстроились по этому поводу. У нас там юридическая компания в Англии, и мы эту программу делаем сами. То есть мы находим инвестпроекты, мы открываем юрлицо, и клиент может приехать инвестировать 1 миллион фунтов в английскую недвижимость и за счет этого получить себе визу и перевести всю страну. Как бы бизнес просто визу, да? Да. Ну, фактически мы реанимировали ту программу, которую закрыло английское правительство просто через частную структуру. Да. И это только недвижка или это какие-то... Только недвижка. Тоже только недвижка? Только недвижка, да, только недвижка. Но английская недвижимость интересна, остров всегда все дорожает, другого пути там нету, поэтому это интересная программа. То есть вот это вот произошло. Во-вторых, они вот в этом году, вот который сейчас 24-й, да? Да, 25-й будет. 24-й. Вот они в начале года отменили тот закон, который у них был, о том, что английское правительство налоговое интересует только капиталы, которые вы завели в Англию. Почему богатые люди туда ехали? Потому что все их доходы, допустим, в Испании, в Америке, Англию не интересовали. Они их могли не декларировать, и Англия снимала свои налоги только с тех доходов, которые показаны на территории Англии. Ну, королевство. Нет, Great Britain, да? Вот. Сейчас этот закон отменен, вот с 25-го года он не работает, и английская налоговая, так же, как все остальные налоговые, к которым мы привыкли, будут искать ваши доходы по всему миру. Поэтому происходит бегство крупного капитала сейчас из Англии, которые не хотят все налоги свои там платить, потому что там они высокие, там прогрессивная шкала будет где-то от 35 до 45%, а то и до 50% у некоторых получается. Что минус для состоятельных людей. Но из плюсов осталась Англия. То есть уровень жизни определенно есть, хотя на медицину все жалуются, только слышу со всех сторон. Обучение для детей, туда за этим многие едут. Ну и недвижимость все еще интересна в Англии в любом случае. И для тех, наверное, кто еще там такой начинающий стартапер, но уже с деньгами, это окружение и очень сильная как бы инфраструктура. Инвестиции, да. Вы там найдете хороших инвесторов, это правда. Очень там хорошо работает программа визы талантов. Тоже это ты либо стартапер, либо ютубер, или, возможно, кстати, актер, музыкант? На самом деле все проще. Визы талантов можно сделать талантливым любого человека. Были бы правильные юристы. Окей. Даже не обязательно талант иметь. Вопрос в том, как вам потом придется это подтверждать своей деятельностью. Ну да, или станцевать, возможно, придется. Да, но в принципе все это возможно. Да. Там эти программы, в общем, работают, визы талантов, там интересная программа. Да. Это правда, что в Англии сейчас, если ты открываешь компанию, то для того, чтобы на компанию открыть счет, тебе нужно иметь в собственниках компании или в собственниках или в членах правления, не помню, тебе нужно иметь минимум на 50% гражданина Великобритании. Неправда. Открываются и так компании. Это просто вот свежая информация. Обратитесь к хорошим юристам. То есть все открывается, все делается. Да. Потому что компания в Англии, вот стандартная там LLC, она открывается быстро достаточно, не проблематично. Не проблема. Но вообще. вот с счетами как-то мне стали люди жаловаться. Давайте мы скоро поговорим про Дубай. Да.
Это вот моя последняя юрисдикция. Вот я сейчас скажу на примере Дубая, с чем я столкнулась. В Англии сейчас происходит примерно то же самое. У меня дубайская компания у меня с 2009 года, и 2014 год в Украине Майдан, все газеты на первых полосах про Украину, и наступает где-то конец 2015 года, и мне закрывают все счета. Почему? А потому что ваш директор с украинским паспортом в том же черном списке, что и сирийцы. То есть я обошла примерно мы на том же уровне, 5 банков, чтобы мне этот список наконец-то показали и сказали, вот сирийцы, вот украинцы, у вас директор украинец, извините, мы вам счета закрываем, нам не нужны такие рисковые клиенты. Мы поменяли директора на венгра, и, в общем-то, весь тот вид деятельности, вся та же деятельность осталась, просто поменяли директора. И все ушло. В Англии происходит, может быть, нечто то же самое с юрлицами. Вот то, что вы говорите, кто-то вам говорит, что там не открывают счета. Это в основном украинцы, кстати. Обратите внимание на директора, посмотрите, кто ваш директор. Да. Возможно, вот есть какой-то вот такой вот момент. Окей. Ну, и скорее всего, в этом и вопрос. И все. Для них это серая зона, непонятное происхождение капитала. Я уже столкнулась не раз с тем, что если европейская или английская компания открывается с целью бизнеса с Украиной, дополнительные проверки и траблы, то есть они не хотят там обмен средств или чего-то еще с Украиной, для них это дополнительный минус при открытии компании. Хотя Украине как бы политически, да, Украине помогает Англия очень сильно. То есть оружие и обучение там, летчиков. Вот в том же и дело, что тут мы помогаем, а деньги ваши считаем серо-темными. Странными. Да. Вот тут все просто, открывайте счета в платежках, и все. И работаете, платежек этих уже там 10, 15, уже не знаю, 20, открывайте в любой платежке себе счет для юрлица и пользуйтесь через платежку. Да, и не вопросы, не надо с банками связываться. И сейчас, чтобы Англию, да, завершить, история с номинальными директорами, с вот этой всей ситуацией. Я за нашу практику, да, скажу, потому что мы именно те специалисты, которые занимаются и отвечают за Польшу. Бизнес в Польше мы зарегистрировали больше 500 компаний, там 500 или 400 ИП в Польше. Наверное, мы в этом разбираемся, мне так кажется. Да. И я, допустим, здесь в Польше не вижу вообще этой истории с номинальными директорами, кроме кейсов, когда ты там открыл компанию на каких-то грузинов, которым дал там по 500 евро, и они уехали, но потом ищи свищи их, да, где они там в своей Грузии. И польским банком эффективно можно управлять только если у этого человека есть доступ, реально, ключи доступа. Как это происходит в Англии или в других юрисдикциях? Номинальный директор — это же не обязательно человек, который грузин, который уехал. Да, я специально утрировал. Это может быть топ-менеджер вашей компании. Окей, да. Это нормально. Вот он директор, и все. У которого... Который живой, здоровый, всегда придет в банк, ответит. И у него подходящее гражданство. И у него подходящее гражданство, да. Допустим, украинец, у которого там, я не знаю, румынское или польское гражданство. Да, пожалуйста. И меньше вопросов. Окей. То есть идеальный кейс, да, для людей, это чтобы они искали наемного директора, у которого подходящее гражданство, да. Окей. Все, понял, принял. Дубай, что там? Поскольку я сказала, что в Дубаях уже очень давно, да. Я, сколько уже получается, 15 лет, то есть я видела уже кризисы. Вы уже столько всего видели. Когда в Дубаях были пустые улицы и машины, засыпанные песком, просто песком, потому что они брошенные. То есть вот этот кризис 2008-2009 года, когда в Америке вся недвижимость рухнула, в Дубаях это выглядело вот так вот. То есть там, в основном индусы живут на самом деле, да, то есть больше всего именно их. Индусы, пакистанцы, когда они бросали недвижимость, просто улетали. И машины бросали, потому что не могли рассчитываться по кредитам, да, то есть я и эту историю видела, наверное, уже 2 взлета падения недвижимости по цене, сейчас у нас очередной пик, я считаю, мы проходим, поэтому к Дубаю нужно относиться очень аккуратно. Если вы идете в Дубай, вы должны хорошо понимать, зачем вы туда идете. Это не Швейцария, и это не Англия, это юрисдикция, которая управляет шейх, то есть это... Монополия. Тоталитарная страна, чтобы вы понимали. То есть это то, что там есть фасад, заходите с деньгами и все можно, и девушкам нашим можно ходить в купальниках, это не значит, что местные на это нормально смотрят. Просто они на это пошли ради там
прибыли определенные. В любой момент, если у вас есть ВНЖ через покупку недвижимости, вас могут лишить этого ВНЖ. Они никому не дают гражданство, они никому не дают ВНЖ или ПМЖ по другим видам деятельности. То есть только под юрлицо вы можете получить или под покупку недвижимости. А работа? Юрлицо, я имею в виду работу. То есть если вы или юрлицо открыли, или вы нанятый сотрудник, у вас будет вид на жительство. Но каждый год вы должны это продлить. Каждый год вы продлеваете лицензию для юрлица. Не так, как в Европе, ты там на 3 года ВНЖ получил. То есть вам могут и не продлить, в какой-то момент, да? Вот. Компании, которые во фризоне в Дубаях, это вообще офшор. То есть это, как они называют это фризоны, там, Шарджа, допустим, но это офшор. То есть вы приходите в любой европейский банк с компанией из фризона, и европейский банк вас считает, что это вы из офшора пришли. Поэтому это тоже себе нужно понимать. Если вы заводите капиталы в Дубаях, вы должны знать, что вы их потратите на той территории, потому что если вы их туда завели, вывести их в какую-то другую юрисдикцию будет крайне сложно. И физлицам, и юрлицам. К дубайским компаниям предвзятое отношение везде в Евросоюзе обязательно. В Англии, кстати, меньше намного. С китайцами, если вы работаете из Дубаев, тоже плохая история, китайцы не любят тот регион. Из Дубаев хорошо работать с саудитами. А Америка, если Дубай, Америка? По-разному. То есть смотря какой вид деятельности, если мы про юрлица. Заводить капиталы между Дубаями для физлиц и Штатами, как правило, у клиентов получается. Если говорить про Штаты, там вообще отдельная история. Да. Штаты вообще классические, все деньги принимаем, никакие деньги не выпускаем. Окей. Они из Дубая примут. Там капитализм, вообще. Да, то есть там другая история. Вот, Дубай для физлиц хороши тем, что вы все еще через кассу банка можете положить большую сумму денег. Если вы их используете внутри ОАЭ, к вам минимум вопросов про происхождение, минимум вообще. То есть любая какая-то там простая отписка принимается. Но вывести сложно. То есть куда-то вне страны использовать сложно. Внутри страны, пожалуйста, бизнес делайте, недвижимость покупайте. У меня есть кейс такой, что наш клиент принимал платежи из Дубая за свои услуги. На карту в Польше, да? Да, но у него была компания или ИП, то есть это фирменный счет был. В Польше? В Польше, да. И у него блочили, в принципе, по-моему, каждую транзакцию. То есть она залетала, причем это транзакции на небольшие суммы. Она залетала и постоянно блочили и спрашивали, что за транзакция, покажите контракт, а с какой компанией контракт. И постоянно это было. Если нужно работать с Дубаями, откройте счет в платежке. Все те же вопросы будут, но чуть легче на них будет. Ответы будут легче приниматься, чем с банком. Легче приниматься сами ответы и, наверное, меньше... и все те же вопросы будут задавать. Потому что в Дубае все знают, что вы можете как физлицо прийти в кассу дубайского банка с мешком денег, и вы эти деньги получите себе на счет. То есть Дубай не спрашивает нормальное происхождение. Все это знают, поэтому все будут задавать вопросы происхождения. По открытию бизнеса, да, сейчас тоже у меня много кто на Дубай смотрит. Это правда, что средний чек на открытие где-то там 10-15 тысяч долларов и содержание компании 5-10 в год? О каких Я бы сказала, давайте так. Во-первых, в Дубае есть два вида компаний. Есть те, которые фризон компании, есть те, которые внутри дубайские компании. До, по-моему, какого года? До 20-го, по-моему, где-то или до 19-го, чтобы открыть внутридубайскую компанию, вы должны были обязательно взять вот то, что вы говорили по Англии. В Дубаях это было обязательно, взять локала. То есть какого-то араба, которому вы платите еще за то, что он ваш спонсор. Там есть понятие, и он называется спонсор. Прикольно они оформили, да, так? У них все построено на то, чтобы местные зарабатывали. Да. То есть, желательно пассивно. Да, ничего не делая. Это ж как бы шейхи, поэтому, кто хочет работать. Там немножко сложно, поскольку я много с местными общалась, они сильно обижены на шейха, потому что, чтобы вот это вот все строить, огромное строительство, которое мы видим в Дубаях, да, это чья-то земля забирается. То есть местные периодически обижаются на шейха, потому что чью-то землю забрали, сказали, что теперь здесь будет гостиница. И не обязательно человек получил адекватную компенсацию. Да. То есть я сказала, это тоталитарная, в понятии европейца это тоталитарная страна. Просто они сделали такой красивый фасад, что те, кто туда сначала заходит, они этого не понимают. Да. Там все делается указанием шейха. То есть там в любой момент могут быть любые изменения. Понятно, что шейх там нефти-то немного, в ОАЭ там одна из самых бедных по нефти стран, поэтому они финансовую систему строят с оглядкой очень сильно на, допустим, англоязычный мир,
банковская юридическая система у них полностью построена под копирку, как в Англии, то есть они там скопировали все это. Они, конечно, зависимы, но на каком-то своем уровне они могут принимать много решений. Ну, да, тут с деньгами нужно быть аккуратным. Да. Мы общались за стоимость содержания компании. Вы сказали, есть фризона? Да, то есть если фризон компания, там у вас просто фикс в год, который вы платите. Да. Там где-то до 10 это и будет получаться. Если у вас локальная компания, ну, то есть inland company, то у вас еще есть лицензия, которую вы платите. Во-первых, вы официально должны платить аренду офиса. Офис должен соответствовать тому количеству персонала, которое вы заявили. То есть если у вас офис там 8 на 8 метров, а вы заявили 200 человек, не прокатит. Окей, то есть мониторить, да, эту ситуацию? Да, и там есть специальный представитель Министерства труда, который приходит лично проверить. То есть он имеет право постучать вам в офис и заглянуть, сказать, так, у вас 10 человек, а что в офисе сидит 20? Ну, как-то вот так он может Или спросить. может наоборот, да? Заявил 200, а сидит 2. Он площадь посчитает. То есть, окей. Короче, должно быть конгруентно тому, что ты заявил. Да, они это проверяют. Поэтому тут вы ничего не сделаете. Недвижимость дорогая, аренда дорогая, и, соответственно, вы платите аренду. Это тоже фиксированный расход в год. Дальше вы платите лицензию. Если это inland company, вы платите license. По-моему, самая дешевая лицензия что-то в районе 10 или 11 тысяч долларов. Ну, в дирхамах эквивалент. Это самая дешевая, которая там есть. Если там какая-то лицензия уже поинтересней, там на стройку, я не знаю, на золото, то это может быть и 150 тысяч долларов в год. Ну, в эквиваленте. То есть там есть дорогие лицензии. У кого-то еще остался спонсор, вы тоже его оплачиваете. Спонсоры там тоже, не знаю, от 5-7 тысяч долларов всегда были их расходы. Ну, сейчас уже можно компанию без спонсора открывать. Но стали собирать налоги, чего раньше не было. То есть у них уже НДС, они его активно собирают. А сколько сейчас НДС? То есть они его прям запустили, да, все? Да, 3%. Да, он все работает. Будет 5, скорее всего. Скорее всего, будет повышать, да, идти тоже как-то наполнять бюджет. Да. Что это то есть они отменили необходимость спонсора этого локального, но стали собирать налоги. Идя в Дубай, нужно хорошо понимать, зачем вы туда идете. То есть это, во-первых, не дешевая... Точно не про фриланс. Да, это не дешевая в содержании компания, то есть намного дешевле. Там тот же Кипр вам будет стоить дешевле и содержание организации, чем в Дубаях. Вот, и там отчетность вы делаете, то есть полноценная компания. Это не какая-то вот уже там, как раньше было офшор. Фризон остался. Фризон можно использовать как офшор. Но, опять же, с учетом того, что сложно будет потом эти деньги потратить здесь, условно, в Европе. В Европе, да. В том регионе вы можете их использовать. Все же хотят, знаете, как платить налоги в одном месте, а жить и кайфовать совершенно правильно. В Европе. Они правильно хотят, но это нужно продумать. Да, но это не Дубай. Потому что обмен денег будет затруднен. Да, будет постоянные проблемы с этим. С инвестициями в бизнес, да, вот с этим сайтом, Да, порталом. У нас еще надо эту тему раскрыть, да, про инвестиции. То есть мы поговорили, как счета открывать, куда деньги заводить. Теперь разобрались и следующий шаг, да. Куда инвестировать. В общем-то, капитал должен работать. Нас к этому приучили, но, в общем-то, это и правильно, потому что если деньги просто лежат, то инфляция их съедает неизбежно. Да. Неизбежно. И депозиты не окупают вопрос инфляции, поэтому нужно, чтобы деньги работали. Создала площадку Boutique Investment. Назвала бутик. Почему? Потому что у нас все очень по-бутиковому, чуть ли не вручную обрабатываем каждого инвестора. То есть это не что-то большое. Там... Это не доска объявлений, я понял. Не доска объявлений, да. Проекты выбираю лично. Понятно, что у меня там 3 аналитика работают, но все равно какой-то личный отбор я провожу. Отбираю с точки зрения, вложила бы ли я сама. То есть если я туда что-то предлагаю, то, скорее всего, я бы сама в этот проект пошла. То есть у меня вот такая оценка всегда присутствует. Аналитики must-have, все цифры они, конечно, подбирают. Недвижимость и реальный сектор у нас на площадке. Недвижимость почему? Потому что все ее любят. И понимают, да, все наверное? ее пришли. Да, она понятна более или менее. И войти в проекты можно 2 путями. Зависит, конечно, от проекта, но можно войти напрямую в проект, как соучредитель, сособственник, зависит от чека входного. Или если чек входной у вас небольшой, можно зайти через нас инвестфонд. Инвестфонд у нас и в Канаде, и в Эстонии, то есть или тот, мы заводим средства в проекты. То есть инвестор может зайти в фонд, а фонд уже вкладывает в тот проект, который выбрал инвестор. Потому что бывают проекты, которые говорят, у нас там входной чек, например, 500 000.
Ну, например, это минимально я называю. А у инвесторов там 100 тысяч, например, да? Ну, вот мы собираем 5 инвесторов и заводим через фонд. Делаете пул, да, Да, и заводим. заводим, да. А как потом вознаграждение и вот Обратно эта часть? через фонд вы получаете вознаграждение. Окей. То есть инвестор для меня получается... это как дивидендная история, да? Или Да, какой вот налог? тут тоже очень интересный момент. С каждым инвестором мы можем проговорить, как дальше правильно упаковать его дивиденды, чтобы, в общем-то, минимизировать налогообложение. Ну, все в рамках закона, конечно же, но все равно это можно продумать. Ну да, на какие-то другие юрисдикции заводить. Ситуация, когда мы переезжаем и перевозим бизнес, она прекрасная. Это мы можем все начать с белого листа. То есть, что, допустим, тяготит собственника бизнеса, уже построена юридическая структура определенным образом, уже офисы, уже заводы, все уже как-то построено, и ты вынужден в этих рамках планировать свое будущее. Когда ты все перевозишь, мы можем построить по новой, так как будет наилучшим образом. На что нужно обратить внимание? Первое. Вы перевозите только производство или вы перевозите всю свою семью? Если у вас дети какого возраста, какие у них потребности? Какие другие потребности у членов вашей семьи? То есть это первое, потому что почему? Собственник тоже живет одну жизнь, и наша жизнь должна быть комфортной, и нашей семье должно быть комфортно. То есть мы про это думаем. Вполне вероятно, что оценив бизнес и вопросы личной необходимости, вы придете к выводу, что семья может жить в одной стране, а бизнес вы можете вести в другой стране. Европа достаточно небольшая, но компактная, да, если мы берем там километры, то можно ездить, где-то налоговые законодательство интересней, и не обязательно, что все должны жить в промзоне в Польше. Да? То есть, в Познане. В Познане, да. То есть можно это все построить более каким-то комфортным образом. Когда мы оценили личные вопросы, мы оцениваем вопросы бизнеса. Какой у вас бизнес? Действительно ли его можно перевести? Потому что зачастую его нельзя перевести, его можно открыть с нуля. Воссоздать, да? Да, это не переезд, это создание нового бизнеса. Скорее всего, чаще всего именно так и получается, что мы создаем новый бизнес. Дальше мы оцениваем, что нам нужны. Производственные площади нужны? Да, нет. Какой нам тип персонала нужен? Местный? Продумали, описали, да. И дальше смотрим, в какой юрисдикции мы все это можем найти. Дальше обязательно оцениваем налоговые какие-то вопросы, да, то есть опять-таки, поскольку Евросоюз это большая открытая зона, мы можем, допустим, с немецким юрлицом иметь производство в Польше. Ну да, почему кстати, что нет? Популярно достаточно. Да, почему нет? То есть вот эти вопросы нужно оценивать. Никогда не нужно это оценивать самому. Вы должны всегда обращаться к специалистам. Лучше нанять нескольких. Если вы понимаете после первой оценки, что вы действительно будете делать широкую географию, то есть юрлицо в одном месте, производство и персонал в другом месте, то возьмите специалистов из двух этих разных зон, чтобы они давали вам разные мнения, чтобы вы могли это оценивать. Вот это нужно оценить. Ну, что еще? Логистика, да, то есть вопросы логистики, если это производство именно, то, как правило, там должны быть уже какие-то железнодорожные пути, автомагистрали рядом, склады в нужном месте, то есть тоже это все нужно оценивать, потому что дальше это расходы. А в Европе, ведя бизнес, все считают каждую копейку неизбежно. Да, маржа маленькая, не так, как в наших странах. Ну, и из того опыта своего, который я вижу за последние уже почти 3 года, конечно, те же украинские бизнесмены стараются остаться одним коготком в Украине, то есть, допустим, переехать куда-то на западную, там производство свое перенести, а юрлица, допустим, уже выносить куда-то в Евросоюз. Все-таки выносить юрлица уже сюда? Да. При этом бизнес физически там еще. Если это большие производства какие-то или вот что-то такое, то, конечно, стараются как-то продумать, чтобы они остались в Украине, потому что персонал понятней, дешевле, всё. Юридическая база понятней, да, как с налогами работать понятней, то есть вот стараются таким образом. Есть те, кто переезжают, конечно, полностью в Евросоюз. Но из производственника у меня это больше пищевая, наверное, промышленность. Вот я вижу, что часто все перевозят прям целиком. Okay. То есть фактически какие-то оборудования, да, прям ложат его... Оборудование часто украинское линии, не соответствует европейской сертификации. Ну да, точно. Не все так просто, да, не все так просто ты просто переводишь, потому что, допустим, в Украине, когда это там еще 7-й, 8-й, 10-й год, когда многие производства строились в начале, в середине 2000-х, то что-то покупалось в Китае, что-то покупалось в Евросоюзе. Все же старались удешевить, понятное дело. Поэтому это вот
тоже так просто не перевозится из-за сертификации. Поэтому что-то приходится продавать, что-то приходится докупать. Это очень большая комплексная работа. Тут нужно набирать нескольких консультантов по разным вопросам. Это сложная задача достаточно. Кто-то, кто специализируется, возможно, на сертификации, на оборудовании, на производственных процессах и стандартах, да, которые иногда тоже Европа просит. Да. То есть если оценить весь процесс, что мы видим, оценить, что нужно вам, что нужно вашей семье, близким, потребности вашего бизнеса, производства, в какую страну идем, какую логистику выбираем, какую налоговую зону выбираем, и дальше уже руками непосредственный процесс, это должны быть другие исполнители, кто весь этот бизнес переводит и делает. Да, понял. Предсказания. Последняя моя любимая рубрика — это предсказания. Дело неблагодарное. Да, а что делать? Давайте. На какую тему? Предсказания в контексте недвижимости, да, потому что, как вы сказали, это понятный инструмент для всех. И у вас в вашем портфолио, да, большинство, все объекты, я так понимаю, все инвестиции — это про недвижимость. В основном, 80%. 80%. Есть еще реальный сектор, там, то, что я говорила, там ритейл или что-то, бьюти, рестораны у нас есть на площадке, то есть кого интересует. Но недвижимость как будто понятнее, меньше доходность, но она все равно вроде бы ликвидней. Потому что с бизнесом, особенно когда ты входишь как инвестор на какую-то большую сумму, да, то возникает нюанс, кто операционно будет этим управлять, какие компетенции нужно иметь. Ты думаешь, окей, я найму там на зарплату в 5000 евро какого-то SEO-компании, а его в итоге и найти нельзя, и он хочет 10. То есть много вопросов, да, если мы говорим за бизнес. Из опыта тоже говорю, что если какой-то клиент разбирается в каком-то типе бизнеса, например, в ресторанном, да, вот он ему понятен, потому что он свои рестораны строил, сейчас не хочет строить, хочет просто инвестировать. Это лучше оформить в виде займа. То есть юридически, нотариально оформить займ. Если, допустим, рестораны, вот у нас на площадке Голландия есть, то есть, такие понятные юрисдикции с хорошей, жесткой законодательной базой, оформите это в виде займа. Вы тогда можете эти деньги потребовать, под залог недвижимости ресторана или чего-то другого. То есть таким образом свои риски как-то минимизировать. Чтобы не заниматься оперативкой и управлением, вот то, что вы сказали, кто за все это будет отвечать. Оформить это именно как займ. И все это решает вопрос. И прошлый собственник, что с прошлым? Он остается собственником. Вы просто дали ему деньги взаймы официально на территории Евросоюза. Официально оформили этот займ и получили что-то в залог. Все это, более спокойная инвестиция. И не нужно продумывать оперативку. Так вот, и предсказание какое интересно. Первое — это по недвижимости, да? Как вы видите ситуацию по ЕС, если так можно обобщить, да, потому что... нельзя обобщить, нельзя, да? Очень же разное всё. Окей, тогда давайте хотя бы Испанию и Польшу возьмем, потому что Польша нам понятно, у нас канал про бизнес Польши, а Испания всех как бы интересует. Всех туда тянет. Особенно там Валенсия, Аликанте, да, вот все хотят туда. Да. И возьмем просто, вы сказали за Дубай, у вас там 15 лет опыта. Интересно вот отдельно просто взять дубки. Давайте с Дубаями, что мое мнение, что сейчас... уже на пике все это дело, и дальше должен быть спад. То есть мне уже кажется, перегретая история. Это зависит. Будет, или... Давайте так, начнем вообще с недвижимостью, вот там еврозона и те же Дубаи. Очень сильно все зависит от геополитики. Прям очень сильно зависит. Если военный конфликт России и Украины дальше продолжается в том же интенсиве, как сейчас, то в Дубае продолжает идти русский капитал, который туда идет просто толпами. Сотнями людей едут, сотнями тысяч людей едут, прям уже там, наверное, пару миллионов есть русских релокантов. Соответственно, везут средства, соответственно, это все дальше идет вверх, потому что там они основные инвесторы на сегодняшний день. И, соответственно, украинцы едут в Польшу, и здесь недвижимость тоже поддерживается за счет этого, и Испания также. Если конфликт начинает стухать, то начинают работать какие-то рыночные правила, которые были до военного конфликта в этих странах. Да? Но Польша еще, у меня, кстати, 2 крупных уже клиента релоцируются из Польши. Украинцы, из Польши, которые здесь долго живут, они опасаются, опять-таки, геополитических рисков и уезжают отсюда, продавая бизнес и выводя капиталы. Вот такие есть люди. У меня есть знакомые поляки, которые уже перестраховались, купив недвижимость в Испании. Они обожают, эту тему. Тоже из-за геополитических рисков. Да. То есть очень все зависит от вот этой вот истории, как она будет развиваться. Если
дальше прогрессировать, то европейская недвижимость имеет, повторюсь, шансы на рост, а Польша вот немного под вопросом, потому что все-таки она тут как-то близко. Да. Этот фактор очень важен. Поэтому прогноз делать сложно. Тут вот такие перестановки прям идут в сфере геополитики, прям каждый день что-то происходит. Поэтому тут будет понятно, я думаю, что-нибудь где-нибудь в апреле-мае, как эта вся история развивается. Но тогда... Трамп войну не закончил за один день в Украине. Пока не закончил. Поэтому, видимо, да. надо... Могут и скользнуть еще, да. Угу. Тогда еще украинцы побегут выводить капиталы. Мне сказали вот новость последнюю, вчерашняя новость, что они разрешили бить... Сегодня уже все опровергают. Уже опровергают. Давайте ждать, вот сейчас Америка проснется, что вот они расскажут по этому поводу. Тогда что там даже не будем уже... сейчас маслать эту всю историю. Да, потому что тут все непонятно. Поэтому в плане недвижимости важна геополитика, как она будет развиваться. Испания, как бы подальше от всех этих границ, в Испании два фактора, которые могут повлиять на снижение стоимости. Это первое, отмена золотой визы, если они не сделают, просто подымут чек, а вообще отменят эту программу. Это сразу пойдет в минус для недвижимости. И у них должен же вступить закон, что через Airbnb ты можешь сдавать квартиру только если у тебя есть лицензия. Да, я слышал это, да. Это правда, да, что они Да, вот этот тоже закон ожидается, по-моему. Ого. У них же там проблема с тем, что у них не заседает нормально парламент и нормально не принимает законы из этого беглого каталонца. Которого не хватает там, и он где-то там бегает. Он же прячется, Пучдемон, я правильно помню? Я не помню, его фигуру. Да, из-за него парламент нормально не заседает, поэтому законы не принимаются уже больше года. Но они все вот должны быть приняты. Поэтому если принят вот эта история с Airbnb произойдет, с лицензией, это тоже обвал недвижимости. Ну да. А зачем они это хотят сделать? Они хотят защитить внутренний Пролоббировали рынок? гостиницы. Пролоббировали. Гостиницы страдают. Да, Airbnb... Все их передавливает очень сильно. То есть это вот там лоббистская такая история. Поэтому это тоже повлияет на падение стоимости недвижимости. Такой вот моментик. Но, с другой стороны, Испания всегда была и будет сезонная. Да. Всегда летом там будет пик. Всегда в августе там за неделю недвижимости не снимешь все равно. Я думаю, что так это и будет продолжаться. Поэтому испанская недвижимость мне все еще кажется интересной. То есть она далеко не на пике. Но вот эти два момента стоит подождать, что будет, что с золотой визой и с законом по Airbnb. Вот эти риски нужно оценивать. Интересно, полезно. Мне было сегодня полезно. Да, вам спасибо. Я узнал много нового. А если я узнал много нового, то зрители узнали еще больше, да, потому что я в материале как бы нахожусь так или иначе, да, взаимодействую с бизнесами, а наши подписчики, у них не всегда есть время так плотно, как нам с вами, да, находиться в материале. Вот, поэтому спасибо вам. У вас какие-то пожелания, призывы к действию, можете, пожалуйста, в камеру. Спасибо большое. Все ссылки и описания будут, ссылочки в описании, да, заходите, смотрите, пожалуйста, подписывайтесь, пишите. У нас команда работает 24/7. Мы сразу быстро отвечаем и в Телеграм-канале, и если вы будете писать через наши сайты и площадки, вот, пожалуйста, обращайтесь за консультацией. Пожелания, не обращайтесь в последний момент. Угу. То есть планируйте свои финансовые движения загодя. То есть когда приходит клиент и говорит, у меня сделка через 3 дня по покупке недвижимости, у меня не открыт счет и не заведены средства, ты пропустишь эту сделку. Да. Никто ничего не успеет сделать. Поэтому планируем заранее и обращаемся всегда к специалистам. Да. Всегда к этому призываю.